Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ну, немножко... Не, я не могу сказать, что страсти улеглись, но как бы выдохнули и посмотрим на международную реакцию на то, что произошло, прежде всего в Штатах. Вот очень интересный момент, да? На Сумы и на то, как путинский рейх просто взял и убил без всякого повода к этому. Я уже не знаю, 34 человека или сколько, детей убил. Ну, короче говоря, повторил и даже превзошел то преступление путинского нацизма или российского рашизма, так будет правильнее сказать, которое было совершено путинскими террористами в Кривом Роге. Превзошел, да, они смогли. Ну, что вам сказать. Весь мир, конечно, в возмущении. Я вот специально посмотрел, что кто пишет. Все напрямую, вы знаете, включая, удивительно, даже посла Соединенных Штатов в Украине. Но она не боится уже высказывать собственное мнение, потому что она все равно будет уволена скоро, поэтому именно за то, что она сочувствует Украине, вот это и, собственно, является ее причиной ее увольнения, я так понимаю. Вот, поэтому она указала конкретно Россию как того, кто направил эту ракету. А то в прошлый раз в Кривом Роге я таки не понял, кто это сделал. По словам, опять-таки, того же посла, то ли это инопланетяне, то ли русские, то ли непальцы, я не знаю, то ли жители Караганды. Непонятно, кто это сделал, вы понимаете? А сейчас, да, слава богу, у людей, когда они уже близки к тому, что не будут занимать какой-то ответственный пост, голос прорезается. Окей. Да, но речь не в этом. Речь идет о вот, реакции мира и реакции в Вашингтоне. Ну, в мире реакция однозначная. Омерзение и ужас от того, что сделали путинские бандиты. Что же, да, но при этом, знаете, все, ну вот, как они могли? Они же взяли и наплевали на мирную инициативу президента Трампа. Твою дивизию. Ой, блин. Мирная инициатива президента Трампа. Вам еще ничего не понятно. У Трампа сплошные мирные инициативы. Что в Китае, вы посмотрите, что в Иране, что... Это бред. Человек несет ахинею и пытается выдать... Короче, по Трампу. Человек живет просто в параллельном мире, в параллельной реальности. О каких мирных инициативах Трампа идет речь? Вы слышали мирную инициативу Трампа? Ну, в чем она состоит? Конкретно, что, как? Как он думает на Россию давить? Вообще ничего этого нет. Как Бог на душу положит. И вот сегодня Рубио, ну, правда, у Рубио писк прослышался, да, первый раз за все его министерствование в МИДе американском, ну, Госдепе, да, услышал его писк в сторону России. Ну, очень слабый такой писк, очень-очень, да. Он упомянул, что это Россия провела эту атаку ракетную. Какой героизм для героического Рубио, твою дивизию. Не знаю, Трамп его после этого не уволит, не дай бог, про друга Владимира упомянуть Россию посмел в контексте нападения на Сумы. Очуметь, это ж просто, это ж какой герой, это ж какой героизм, какая стальная воля у Рубио, очуметь можно. Вот, и я говорю, вот все остальные, когда они кивают на Трампа. Не, ну понятно, почему они кивают, потому что хотят задеть его самолюбие, потому что в настоящий момент действительно Путин сел на голову Трампа и наделал ему кучу. Прямо на замечательную прическу, которую он, видите, он даже воду раскрутил во всей Америке, чтобы, значит, можно было мыть, потому что у него на шевелюру не хватает, значит, шампунь смыть, там, намыть и так далее, не хватает у него воды. Вот. А тут сел Путин и просто кучу ему наделал на голову, и все думают, ну, может же быть, он как-то проснется и как-то отреагирует на Россию. Не проснется и не отреагирует, ничего не будет, ему плевать. В то время, когда путинская ракета прилетела по Украине, весь мир, знаете, в ужасе так замер. Что делал Трамп? Вот догадайтесь одного раза, я вам скажу. Он открывал памятник самому себе на своем собственном поле для гольфа. Вопросы еще есть? Еще раз говорю, это чудо открывало бронзовый памятник самому себе. Вы знаете, вот такой вот мелочностью и такой запредельно просто самолюбием, вот нарциссизмом нездоровым, да. Ну, кто болел таким вот? Саддам Хусейн болел таким, да, тому тоже памятники стоят
Просто везде. Я, кстати, не знаю, вот Ким Чен Ын, он памятники себе ставит или нет? По-моему, да, ставит, по-моему. Потому что вот Ким Ир Сену, да, и его папе там, да, памятник есть. Вот самому Ким Чен Ыну разве что в Троице вместе там он как-то это самое. А так нет. Вот. А этот ставит. Ну это охренеть можно, да. Ну, да, красавец просто. То есть тут людей убивают. Он вроде бы вовлечен в это все, но чихать ему на это. А Трампа ни слова я не услышал. Ни слова, ни полслова. Ну, на настоящий момент. Может быть, вот через полчаса он что-то опубликует, в чем я дико сомневаюсь. Но пока вообще ни слова. И вот до лампочки это все. Он вообще, вот. Дальше, что там еще? Кто выступил? Килог. Ну, Килог, ну, он никто, по сути, да. Килог заявил, что да, вот Россия отвратительная и так далее, нанесла удар, убийство. Да, Килог написал. Витков, замечательный переговорщик, тот, который вот так делал, и вот так вот к Путину несся, как к своей любви, просто писая кипятком на собственные ботинки, пока он добежал, наверное, 2 литра выписал на ботинки, пока добежал до Путина. Вот, помните это, да, эту мерзкую всю картину. Если представляете, если бы на месте Путина был Гитлер, он бы бежал, семенил точно так же, конечно, да. Вот, и из этого подобострастное выражение лица, вот это, конечно, надо было видеть, мерзопакостность, да. Да, так вот, этот тоже молчит. Молчит, Трамп молчит, Рубио за всех отдул, сказал, да. Ну вот поэтому Трамп хочет установить мир. Ну какой мир мы увидели у Трампа сегодня? Да, конечно, увидели. Это мир замечательный. Вот, и тут просто ничего не скажешь. Когда нас долбашат, а мы в ответ практически ничего. Вот, и тут встает вопрос. Вот это вот перемирие, которое у нас сейчас по нефтезаводам, оно кому выгодно? По нефтезаводам и по энергетическим объектам. Я не очень пойму, кому оно выгодно. Вот, это первый момент. И морское перемирие, ну, которого нет, но на которое нас сейчас толкают. То есть российский флот сегодня заперт, там вообще удрал из Крыма, заперт в этой вонючей жиже Новороссийского порта и в Туапсе, по-моему, и носа боится оттуда высунуть. Значит, а нам говорят, морское перемирие, это что значит, они смогут участвовать по Черному морю? Вот. При всем при том, что наши дроны их под шконку туда загнали. Вот. Поэтому тут что-то здесь подванивает с этими, честно говоря, с одним перемирием и с другим. Не знаю, не хочу давать советов, но просто выражая свое отношение, смердит от этого всего. Вот. Ну и еще одно, стали известны уже, я так понял, стали известны данные тех расчетов подонков, которые производили вот эти 2 пуска. Я напомню, прилетела сначала одна ракета по людям, по улице. Вот, когда началась спасательная работа, тут же пролетает 2-я ракета, как говорится, на голову спасателям, а также тем, кого не добили. Абсолютно все погибшие, раненые, конечно же, гражданские. Вот, ну, вот этим вот, я так понял, что уже разобрались, кто это сделал. Вот, но будем надеяться, что отработают в израильском стиле, будет все, как говорится, да, в этом плане все будет нормально. Так что такое дело. Но еще раз говорю, реакция мирового сообщества весьма интересна. Одни, как говорится, пеняют на этого бессильного, не очень талантливого Трампа, а тот ходит, себе памятники твою дивизию открывает.